Друзья, всем привет! Сегодня мы с Иваном Московским Здравствуйте. расскажем про наш способ скрытого крепления камер видеонаблюдения на фасаде. И крепить так можно не только камеры. Ну и светильники. Сегодня на рынке существует несколько способов крепления камер видеонаблюдения. Один из них самый распространенный и самый любимый всеми монтажниками видеонаблюдения. Вот такое вот прекрасное чудо — распаечная коробка. Выглядит это, мягко говоря, так себе. К крышке прикручивается непосредственно камера, внутрь убирается проводка. Все это закрывается, но со временем крышка выгорает на солнце, теряет свой внешний вид, становится абсолютно другого цвета, не того, который вы покупали. Дальше мы, опять же, должны использовать специальный крепеж, например, вот такой анкер-дюбель, который через толщу утеплителя крепится в нашем случае к газобетону. И вот эта вот красота у вас висит на фасаде и портит внешний вид дома. Видите, как это выглядит, я вот на беленьком вам покажу. Второй способ более эстетичный, но более дорогой. Это боксы ИЭК. Это специальные такие устройства, которые крепятся до того, как вы приклеили утеплитель на фасад. Фасадчики должны о них знать и заранее вам о них сообщить, заказать и установить. Вот только тогда вас ждет успех. В нашем случае мы используем более дешевый вариант. Сантехническую трубу. Совершенно верно. Обычная сантехническая труба, но она не совсем обычная. Это 75-й диаметр, крайне редкий на российском рынке. Его можно заказать. Сколько у нас времени ушло на заказ? Дней 5. 5 дней, и вот это чудо пластиковой промышленности для внутренней канализации, труба белая, у вас в руках. Помимо всего прочего, не забудьте заказать еще и крышки вот такие. Они нужны для того, чтобы вы в них сделали сквозное отверстие, прикрепили в них камеру и пропустили через нее проводку. Но перед этим нам нужно сделать отверстие. Для этого мы используем коронку 76-го диаметра. Используем коронку, сверлим коронкой отверстие в утеплителе и получаем вот такое вот отверстие. В это отверстие мы вставляем трубу, делаем ее заподлицо со стеной, обязательно ставим резиночку, туда убираем проводку и вставляем камеру. Дальше мы настраиваем ее в зависимости от того, куда нам надо смотреть по монитору, и фиксируем ее специальным стопорным кольцом. Выглядит это более эстетично, чем вот эта вот красота, как вы могли заметить, но держится она не менее прочно, как будто бы мы ее сделали на специальном каком-то крепеже заводском. Все это вам рассказал, но покажет вам Иван. Покажешь? Да. Берем коронку и просверливаем отверстие под закладную для сантехнической трубы. Погнали. Чтобы просто понимали, как выглядит мокрый фасад. То есть это обычный фасадный пенопласт, на нем базовый армирующий слой с сеткой и нанесена декоративная штукатурка. Вот такой вот пятачок мы удаляем. Слой пенопласта на стене у нас составляет 150 мм. 150 мм это светлый слой, и тут, где у нас вот эти декоративные элементы серого цвета, еще 50. Итого утепление 200 мм в серых зонах и 150 в светлых. Вот, поэтому сейчас мы берем дальше коронку, да, Иван? Да. И проходим до газобетона. То есть нам надо пройти 150 мм вот этой коронкой. Да, 3 раза высверлить. 3 раза. Погнали. Берем нож-пилу и прорезаем пенопласт. Тот, который вырезали только что коронкой. Дальше выгребаем это рукой. Это уже третий, да? Последнее сверление, да. Так, мы сделали отверстие под закладную. Сделали глубину 150 миллиметров. И теперь у нас гвоздь программы. Что там у нас? Та-дам! Сантехническая труба. Сантехническая труба. Так, диаметр коронки у нас меньше диаметра трубы. Поэтому мы прислоняем и очерчиваем трубу по контуру. По контуру. Берем нож-пилу и аккуратненько. Самое главное, аккуратненько, да? Да. Подровняли отверстие под верхнюю часть трубы. Теперь подровняем под утолщение.
также прислоняем и очерчиваем. Так, если волоски сетки остаются, то мы их не срезаем, оставляем. Это как дополнительное сцепление. Армирование будет. Да, армирование. Будет она еще лучше держаться. Примеряем. Все. У нас заходит с натяжкой. То, что нам и надо. Да? Теперь мы меряем глубину. 15,2. Так, делаем отметки по кругу. Далее сверлим отверстие под выход UTP. Сперва коротким сверлом, потом возьмем длинное. Бур вышел под самым потолком, как мы и планировали. Дальше наносим пену внутри отверстия. Вставляем трубу. Теперь берем брусок и забиваем ее за подлицо с фасадом. Все готово. Так, убедились, что все нормально в уровень, теперь запениваем внутри. Далее герметиком заполняем выемку с уровнем фасада. Когда у нас подсохнет фасад, нам останется вставить уплотнительную резинку в трубу, а далее установить саму камеру. А вот эти провода у нас будут внутри трубы. При этом все будет герметично. Герметик подсох, фасадчики все закрасили. Теперь мы можем устанавливать видеокамеру. Вставляем резиновое кольцо, затем камеру. Кольцо установлено, затем вставляем камеру. Прячем все провода вовнутрь. Регулировочным механизмом настраиваем видеокамеру через монитор. Все, можно пользоваться. Вставили стакан, закрутили на 3 самореза нержавеющих. Ну, нержавеющий саморез для того, чтобы, если даже влага попадет, чтобы потом просто не было пятен ржавчины на фасаде. Друзья, вот с Иваном мы и показали наш способ скрытого крепления камер видеонаблюдения на фасаде. Конечно же, многие из вас скажут, что я это уже где-то видел. Мой дед так делал, мой отец так делал, и ничего нового вам не сказали. Возможно, спорить не будем, но тем не менее я такой способ нигде не нашел в интернете, на YouTube я тоже его не нашел. Иван, ты видел где-нибудь? Нет, я такой способ не встречал ни разу. Поэтому, друзья, если вам понравился такой способ, используйте его, делайте монтаж красивым, радуйте своих заказчиков, а заказчики, пожалуйста, требуйте такой эстетичный монтаж у своих подрядчиков. Мы хотели бы задать вам вопрос, нужно ли делать обзор на эти камеры. Если нужно, то, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что эта камера умеет реагировать просто на детекцию, умеет определять человека, умеет определять автомобили. В целом достаточно большой функционал со своим приложением, очень комфортным, классным. Если нужно, я честно потратил огромную кучу времени на то, чтобы выбрать нормальные, хорошие камеры за абсолютно приемлемые деньги. Здесь 8 мегапикселей, камера пишет в 4К. Идеальное разрешение, идеальное качество, и я думаю, что мы еще можем про них что-то интересное рассказать. Иван, что нас ждет по твоей тематике? Покажем полный обзор электромонтажных работ, расключение щитков на 1 и 2 этаже, а также позовем представителя из Чинт и позадаем ему вопросы. Еще у нас обогрев воронок и установка контура заземления. На этом сегодня все, друзья. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан, ставьте лайки. Все контакты Ивана будут в описании. Пожалуйста, обращайтесь. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Счастливо. До свидания. Сейчас, подожди. Я даже вижу вот эти. Сейчас проверим. Вот, сыроват. Вот это вот называется метод высоковольтового пробоя.